Я разъясню некоторые вещи, которые вот в последнее время там возникали в виде вопросов к нам там, по позиции, да, значит, нашей, да. По поводу нашего отношения к митингам, да, спрашивали, будем ли мы что-то делать отдельно и так далее, и так далее. Отношение было простое, каждый решает сам, потому что у нас не партия, у нас некий союз гражданских активных групп. И каждая активная группа гражданская решала сама для себя, идти куда или не идти. Самое главное, что нам кажется, что проблем в гражданском обществе, проблем в коммуникациях между гражданами так много, что на митингах они не решатся. На митингах решаются политические повестки. Мы говорим о том, что повесток гораздо больше. Они касаются вопросов взаимоотношений людей с государством. Причем не в лице там, Кремля пресловутого, там, да, вот, кремлевской общины, а на местах, значит, с местными властями, которые подгребают под себя, так сказать, все живое и душат, так сказать, любую гражданскую инициативу, так и, так сказать, федеральные большие сетевые структуры типа полиции там, да, или налоговиков, которые душат, так сказать, что могут душить с своей точки зрения. Там, да. Вот. Значит, по поводу отношения включения в статью Владимира Путина положений нашей программы. Мы надеемся, что это был именно этот отзыв, и, в общем, по нашей информации так и было. Значит, по части бесполезности общественных советов мы абсолютно за, но мы за свою программу, естественно. Как оказалось, что Владимир Путин тоже за эту программу. Общественные советы сегодня это лишнее звено между властью и обществом. Причем это звено понятно, как создавалось. Просто такие звенья привычно теперь изготовлять. И в этом, ну, так сказать, что такое общественный совет? Вот есть молчаливые структуры, в которых сидят родственники или бизнес-партнеры при ведомствах. А есть активные гражданские группы, которые добиваются отмены там, неправильных законов, какого-то оперативного реагирования, которых никто не слушает. Вот мы просто, вот в общем, если говорить о нашей игре, предлагаем заменить одно на другое, чтобы активные гражданские группы, которые бьются с ведомствами, просто вошли внутрь этих ведомств и влияли на их работу. Ну, с точки зрения там, надзора, контроля, так сказать, за неправильными законодательными действиями и с точки зрения реакции этих ведомств на события в жизни граждан. Ну, и, соответственно, у этих групп гражданского контроля должен быть особый статус, который бы им позволял оказывать это влияние на жизнь ведомств. Значит, ну и, соответственно, вот тот диагноз, который у Путина был поставлен состоянию гражданского общества, о том, что оно стало активнее, о том, что ему требуется реформа, что нужен некий новый общественный договор между государством и гражданами, говорит о том, что власть сегодня заинтересована в таком диалоге и констатирует этот большой разрыв между активными гражданами, которые вот недовольны там выборами, и властью, которая вот пока не знает, как часто вот, говорится, там, с кем вести диалог, да, кого люди представляют. Мы, предлагая систему реформирования общественной палаты через прямые выборы представителей там, из малых городов вверх, там, через областные центры региональные, до уровня федеральной палаты, мы, собственно, и предлагаем такую программу нахождения статуса для гражданского общества. Соответственно, у нас основное опасение к вниманию к нашей программе со стороны кандидата в президенты Путина и заключается в том, как бы это ни была такая предвыборная надстройка и уговаривание гражданского общества, что все будет хорошо, мы вас поддерживаем, смотрите, вот, да, вот мы ваши инициативы видим, да. Но нам интересно, так сказать, добиться все-таки выполнения наших требований, добиться выборов общественной палаты, добиться изменения ее статуса, добиться, наконец, изменения статуса общественных советов и придать легальный статус гражданским активистам, которые по всей стране. Значит, ну, вот тоже внутри нас и вообще, среди людей вот есть две точки зрения относительно, собственно, вопроса там, взаимодействия государства и граждан. Ну, собственно, это всегда было. Помогать гражданским группам государство должно или не мешать?
Кто-то говорит, что не надо нам мешать, мы сами справимся. Да? Но вот нам сейчас кажется, что некоторые точечные действия государство должно совершить. Потому что ту же общественную палату реформировать может только президент, потому что это орган при нем. Вот. Общественные советы, да, там пожелания, так сказать, выражены вот в этой статье по общественным советам, но оно может как обернуться. Дорогие друзья, там министры, руководители ведомств, пожалуйста, замените ваши общественные советы на нормальные советы. Ну, они заменят, так сказать, одних родственников поменяют на других. А если это будет проходить в довольно жесткой форме, с некими обязательствами перед этими ведомствами и министерствами и органами там, местного самоуправления, что они обязаны включать в этот состав людей там, после какого-то референдума в рамках схода гражданского, это другая, так сказать, совсем история. Уж тем более другая история, если конституционный статус будет принят этим гражданским группам и общественной палате там, и так далее, и так далее. Мы пока вот тоже там, думаем, там, предлагать законопроект, не предлагать, наверное, надо предложить повестку, а законопроект, ну, так сказать, это дело профессионалов, и мы готовы им помогать, и, в общем, если это все вот заработает. Значит, что еще значит, нам представляется? Если, возвращаясь к митингам и вот к этой повестке, которую мы сегодня обсуждаем, нас беспокоит раскол, который, так сказать, в публичной сфере и в этих митингах обозначается. Потому что уровень агрессии, как Дмитрий правильно заметил, и с той, и с другой стороны зашкаливает. А поскольку это предвыборная политическая кампания, это все попадает на телеканалы, это все идет в народ и так далее, так сказать, все задаются вопросом, там, до какой крайности кто дойдет, у кого больше, условно говоря, там, боевых отрядов, которые пойдут там, при случае крошить там, головы друг другу. Это, вообще говоря, вот, ну, правильно, ну, как бы такая оценка боевых, так сказать, формирований. Ну, такая оценка происходит. Я сегодня вот с утра слышал такой вот расклад, там, так сказать, кто кого замучит. Вот. И поэтому сейчас мы наблюдаем паритет, и это хорошо. Так вот, мы выступаем в первую очередь за то, чтобы не решать проблему в разности вот, политических взглядов и разности взглядов на развитие страны путем наращивания конфронтации, и, так сказать, зафиксировать некий там паритет по вооружениям, как значит, в годы Холодной войны между США и Россией. Мы предлагаем сформировать структурно большое гражданское объединение, собственно, всех гражданских групп. Опять это ложится вот в нашу эту программу по реформе гражданского общества, потому что два боевых отряда на разных, так сказать, полюсах, они порой не понимают, что происходит тут в остальном поле. И там об этом тоже говорили, да, но интересно было бы, конечно, посмотреть, если бы остальная Россия, ее гражданская активная часть была бы сегодня организована, если бы сегодня существовали активные гражданские группы, которые координируются между собой. Тогда, наверное, ни с той стороны не понадобилось бы, так сказать, прикрываться мнением народа группе людей там, определенного достатка, так сказать, которые выходили на Болотную. И на Поклонную гору не надо было бы, так сказать, возить автобусы. Но люди сами бы пришли, потому что есть не внутренняя организация там, и так далее, и так далее. Вот. Кстати, по поводу автобусов, мы там тоже анализировали вот эту тему там, с платностью, неплатностью. Ну, конечно, фальсификации и обвинения там, друг друга идут, вот, и это все тоже очень нехорошо. Все это нивелирует достоинство граждан, которые приходят там, и на другой митинг, и на тот митинг.